вас в руках крошечная вольфрамовая спираль. Возраст 300 тысяч лет. 300 тысяч лет назад люди едва осваивали камень, но кто-то умел плавить вольфрам, металл, который требует 3400 градусов Цельсия. Или вот, ювелирное кольцо из чистой платины, металл, появившийся в технологии лишь в 17 веке, но найденный в древних захоронениях Эквадора. Это не просто артефакты, это приговор официальной истории. За гранью огня. Введение в мир тугоплавких металлов. Сегодня мы будем говорить о тугоплавких металлах – платине, вольфраме, иридии, осмии. И это не просто список химических элементов, это граница возможного. Медь, бронза, железо. Древний человек мог работать с ними, потому что их можно было расплавить в относительно примитивных печах. Но платина. Ее температура плавления – 1768 градусов Цельсия. А вольфрам – это абсолютный чемпион. 3422 градуса – самая высокая точка плавления на нашей планете. Иридий и осмий не сильно отстают, требуя 1000 градусов и технологий, которые появились у человечества лишь в 20 веке. Эти температуры не просто адский жар. Это физический барьер, который невозможно преодолеть, просто раздувая костер или добавляя древесный уголь. Для этого нужны специальные печи, точный контроль над атмосферой, сложное оборудование для очистки. Именно поэтому, когда археологи достают из тысячелетних или даже миллионолетних слоев земли артефакты из этих металлов, это не просто вызывает удивление, это бьет по самому фундаменту наших знаний. Это настоящий инженерный парадокс. Как это вообще возможно? Кто обладал знаниями, способными приручить такой огонь? Это не просто вопрос о металлах, это вопрос о том, насколько глубоко мы заблуждаемся в оценке способностей наших предков. Или, что еще страшнее, о существовании совершенно другой, неизвестной нам главы в истории человечества, которая была стерта, забыта или спрятана. Загадка Ант. Платиновые украшения культуры латолита. Начнем наше погружение с феномена, который малоизвестен, но от этого не менее поразителен. Платиновые украшения культуры латолита. Представьте себе IV век до нашей эры, берега современного Эквадора и Колумбии. Здесь живет доколумбова культура латолита, мастера керамики, искусства и, как оказалось, невероятные ювелиры. Когда археологи начали раскопки, они наткнулись на нечто, что шло вразрез со всеми представлениями о технологиях того времени. Изящные украшения, кольца, серьги, декоративные элементы, сделанные из платины. Металла, который по всем законам истории не должен был существовать в Южной Америке до прихода европейцев. Платина – это не просто красиво. Это один из самых инертных элементов на Земле, не подверженный коррозии, устойчивый к кислотам. И, как мы помним, плавится при 1768 градусах Цельсия. Золото плавится при 1064, медь при 1085. Древние южноамериканцы, как мы привыкли считать, использовали для плавки металлов примитивные древесные печи, которые едва дотягивали от 1000 до 1100 градусов. Так как, черт возьми, они работали с платиной. Это как найти современный смартфон, сделанный в каменном веке, но с одной лишь разницей. Европейцы, когда впервые столкнулись с платиной, считали ее незрелым золотом и выбрасывали. Культура латолита видела в ней ценность и умела с ней работать. Ученые, разумеется, предложили гипотезы. Самая убедительная – это порошковая металлургия. Она предполагает, что мастера латолита не плавили платину до жидкого состояния. Вместо этого они нагревали ее до температуры, близкой к точке плавления, когда металл становился мягким, но не тек. Затем, смешивая микроскопические частицы платины с золотым порошком, они спекали их вместе. Это называется синтерингом. Золото, имея более низкую температуру плавления, выступало в роли клея, связывающего частицы платины. Потом этот сплав проковывали и нагревали, постепенно выжигая золото, пока не оставалась практически чистая платина. Но даже если эта теория верна, это все равно поражает воображение. Процесс синтеринга, да еще с таким контролем, это не просто кузнечное дело, это фактически материаловедение. Гениальные практики древности обходили температурный барьер не сверхмощными приборами, а умом, знанием свойств металлов. Задолго до того, как европейцы вообще поняли, что такое платина,
Это говорит о совершенно ином уровне инженерного мышления, о котором официальная история предпочитает молчать. Уральские микрокатушки. Нанотехнологии каменного века. Если платиновые украшения из Анд удивляют ювелирным мастерством, то следующая находка способна не просто удивить, повергнуть в шок своей микроскопичностью и датировкой. Речь об уральских микрокатушках, которые иногда называют нанотехнологиями каменного века. Эти объекты были обнаружены в 1990-х годах на Урале, в районах рек Кожем, Народа и Болбанью. Поначалу на них никто не обращал внимания, пока их необычная форма и состав не попали в поле зрения исследователей. Представьте, крошечные спирали, цилиндры и другие микроскопические элементы размером от долей миллиметра до нескольких сантиметров. Большинство из них всего от 2 до 3 миллиметров. Но некоторые спирали имеют диаметр 0,3 мм, тоньше человеческого волоса. Они были найдены в слоях отложений, возраст которых, по оценкам геологов, составляет от 20 тысяч до 300 тысяч лет. Некоторым находкам и вовсе приписывают возраст в несколько миллионов лет. И самое главное – материал. Химический анализ показал, эти микроскопические детали сделаны из меди, а также из тугоплавких металлов, вольфрама и молибдена. В некоторых образцах присутствовала и платина. Вольфрам, как мы уже знаем, плавится при 3422 градусах Цельсия. Молибден при 2623 градусах. Как по самым скромным оценкам, 20 тысяч лет назад, а то и сотни тысяч лет назад, в эпоху, когда человек только-только осваивал примитивные каменные орудия, могли быть созданы такие объекты, с такой точностью, из таких материалов. Если платина латолита – это пусть и невероятная, но все же ювелирка, то уральские находки – это однозначно индустриальные элементы. Вольфрамовая спираль диаметром сотые доли миллиметра – это готовая нить накаливания для лампы или элемент радиоэлектронной аппаратуры. Природа не умеет крутить идеальные вольфрамовые спирали. Официальная версия – либо это естественные геологические образования, либо частицы современной техники. Но их регулярная, геометрически правильная форма, удивительно напоминающая детали микросхем или электронных компонентов, а также наличие чистых металлов, все это кричит против природного происхождения. А гипотеза о современном загрязнении кажется несостоятельной, учитывая глубину и возраст слоев. Вопрос о производстве этих объектов ставит науку в тупик. Создание таких микроскопических спиралей требует не просто высокотемпературной обработки, но и инструментов для микромеханической обработки, которые появились у человечества лишь в 20 веке. Если датировка верна, мы имеем дело с объектами, которые буквально выносят мозг и уничтожают все представления об эволюции технологий. Это либо работа неизвестной, невероятно продвинутой цивилизации, существовавшей на Земле задолго до нас, либо доказательство того, что наша история содержит гигантские пугающие пробелы, которые мы боимся заполнить. Секреты античной металлургии. Чего мы не знаем о древних печах? История технологий обычно рисует нам довольно простую линейную картину. От камня к меди, затем к бронзе, железу и, наконец, к современным сплавам. В этой картине древние цивилизации были строго ограничены в своих возможностях, особенно когда речь шла о высоких температурах. Мы привыкли думать, что древние металлурги использовали простые ямные или тигельные печи, раздуваемые мехами, и что их максимум – это от 1200 до 1300 градусов Цельсия. Этого хватало для меди и бронзы, но совершенно недостаточно для платины или вольфрама. Но что, если эта картина не просто неполна, а принципиально ошибочна? Что, если мы чудовищно недооцениваем изобретательность и знания древних? Находки вроде платиновых украшений латолита или уральских микрокатушек заставляют нас взглянуть на это под совершенно другим углом. Возможно, существовали секретные технологии, утерянные методы или особые конструкции печей, которые позволяли достигать гораздо более высоких температур, чем принято считать. Например, известны методы, где использовались специальные глиняные сопла и очень сильный направленный поток воздуха, создающий эффект кузнечного горна, способного резко повышать температуру. В Древнем Египте, например, были развиты методы обжига керамики, требовавшие филигранного контроля температуры и атмосферы в печи.
Могли ли эти знания, дошедшие до нас лишь фрагментарно, быть применены и к металлургии, но в гораздо более совершенном виде? Важен и фактор топлива. Древесный уголь горит намного горячее, чем обычная древесина. При идеальной подаче кислорода и совершенной изоляции печи теоретически можно поднять температуру. Однако даже самые эффективные угольные печи не могут достичь от 1700 до 3000 градусов Цельсия, необходимых для плавления тугоплавких металлов без использования таких современных чудес, как плазменные или индукционные печи. И дело не только в плавлении. Тугоплавкие металлы, тот же вольфрам, очень хрупкие в чистом виде при комнатной температуре. Чтобы их ковать или формовать, их нужно нагревать и обрабатывать при высоких температурах, а это требует специализированного оборудования, которого у древних, по нашей версии, просто не было. То есть, даже если бы они чудом получили кусок чистого вольфрама, они бы не смогли из него ничего сделать без знаний и инструментов, появившихся только в новейшее время. Эти невозможные артефакты – удар по всей нашей учебниковой истории. Они заставляют нас предположить, что либо древние цивилизации обладали до сих пор неизвестными нам секретами металлургии, либо, что еще более радикально, мы имеем дело со следами технологий, которые вообще не были частью традиционной линии развития человечества. Это бросает тень сомнения на всю нашу картину прошлого и открывает двери для гипотез, которые раньше считались чистой фантастикой. Платина из космоса. Версия метеоритного происхождения. Когда сталкиваешься с артефактами из наплавляемых металлов, одной из первых мыслей становится поиск комфортного объяснения, которое не разрушает привычную научную парадигму. И тут на сцену выходит космическая версия. А что если древние люди не плавили платину или иридий, а просто находили их в готовом виде? Известно, что платина и другие платиновые металлы, иридий, осмий, палладий, родий, рутений, встречаются не только на Земле, но и являются характерными элементами для метеоритов. Некоторые типы метеоритов, особенно железные, содержат гораздо более высокие концентрации этих редких элементов, чем земная кора. Например, в некоторых метеоритах можно найти самородные включения платиновых металлов. Теоретически, древние люди могли находить такие метеориты, разбивать их и использовать найденные кусочки платины в своих целях. Эта гипотеза, безусловно, объясняет, откуда у древних мог взяться сам материал, минуя вопрос о его производстве. Ведь известны случаи, когда древние цивилизации использовали метеоритное железо, не умея выплавлять его из руды. Древние египтяне, например, называли метеоритное железо и сопутствующие металлы платиновой группы железом с неба, бьер. И знаменитый кинжал Тутанхамона, который не ржавел тысячелетиями, был сделан именно из такого небесного металла. Однако эта версия имеет серьезнейшие ограничения. Во-первых, метеоритная платина чаще всего встречается в виде мелких включений или сплавов с другими металлами. Найти достаточно крупные и чистые самородки для изготовления украшений или тем более сложных деталей – задача крайне сложная, почти невозможная. Во-вторых, и это главное, даже если бы они нашли такой самородок, это никак не объясняет процесса его обработки. Просто взять кусок метеоритной платины и превратить его в тонкую проволоку, лист или сложный ювелирный элемент – это две абсолютно разные вещи. Для этого все равно нужны инструменты и технологии, способные ковать, тянуть, штамповать или спекать этот тугоплавкий металл. Метеоритное происхождение объясняет, где взяли, но абсолютно не объясняет, как сделали. В случае с платиновыми артефактами латолиты-анализы показали, что это не просто случайные куски платины, а изделия, прошедшие сложную обработку с характерной микроструктурой. То же самое касается и уральских микрокатушек. Их идеальная геометрическая форма и повторяемость исключают природное происхождение и однозначно указывают на целенаправленное производство. Таким образом, космическая версия, хотя и кажется на первый взгляд привлекательной, в конечном итоге упирается в тот же инженерный парадокс. Даже если материал прилетел из космоса, кто его превратил в артефакт? Эта гипотеза лишь частично снимает завесу тайны, но оставляет ключевой вопрос о технологии производства абсолютно открытым. Иридий и осмий – самые плотные и редкие гости. Помимо платины и вольфрама, существуют и другие члены семьи тугоплавких металлов,
которые еще более экзотичны и сложны в обработке. Это иридий и осмий, два самых плотных элемента на Земле, невероятно редкие и обладающие температурами плавления, которые заставляют меркнуть даже вольфрам. Их обнаружение в древних артефактах стало бы еще большим шоком для современной науки, чем находки платины. Начнем с иридия. Его температура плавления 2466 градусов Цельсия. Это чрезвычайно твердый, хрупкий, серебристо-белый металл, один из самых устойчивых к коррозии элементов. Он не реагирует даже с царской водкой, смесью азотной и соляной кислот, которая растворяет золото и платину. Иридий также является одним из самых плотных элементов. Его плотность почти в 2 раза выше, чем у свинца. В современном мире его используют в специальных сплавах для аэрокосмической промышленности, в высокоточных приборах, в медицине, везде, где нужна исключительная прочность и устойчивость к агрессивным средам. Представить, как с ним могли работать древние, практически невозможно. Затем осмий. Этот металл побил все рекорды. Его температура плавления 3033 градуса Цельсия, а его плотность самая высокая среди всех известных элементов. Почти 22,6 грамма на кубический сантиметр. То есть он в 22,6 раза тяжелее воды. Осмий – удивительно хрупкий синевато-серый металл с характерным резким запахом, отсюда и название, от греческого «осме» – запах. В чистом виде он настолько хрупок, что рассыпается при малейшем ударе. Из-за своей чрезвычайной твердости и износостойкости он используется в сплавах для электрических контактов и других элементов, подверженных сильному истиранию. Найдены ли артефакты из иридия или осмия? Прямых общепризнанных археологических находок, подтверждающих целенаправленную обработку этих металлов древними цивилизациями, нет. Однако некоторые исследователи предполагают их наличие в составе так называемых полиштампов, загадочных древних монетах или жетонах, найденных в разных частях света. По некоторым анализам, они содержат необычные комбинации металлов, включая платину и, возможно, другие платиноиды. Также в контексте уральских микрокатушек некоторые исследователи упоминали о возможном присутствии не только вольфрама, но и других тугоплавких элементов, хотя эти данные требуют более тщательной проверки и подтверждения. Если бы такие артефакты были бы однозначно идентифицированы и датированы древними периодами, это стало бы окончательным, сокрушительным доказательством существования технологий, которые превосходили все, что мы можем себе представить. Работа с иридием и осмием – это вызов даже для современного инженера. Не просто расплавить, но и придать форму металлу, который хрупок как стекло, но при этом обладает запредельной твердостью и плотностью. Это подводит нас к мысли, что если такие артефакты действительно существуют, то их создатели обладали не только мастерством, но и принципиально иным уровнем понимания материаловедения. Помните мифы о циклопах, ковавших молнии для Зевса в подземных кузнях? Чтобы ковать то, что горит и не плавится, нужны были запредельные температуры и технологии. Химический анализ. Отпечатки пальцев древних технологий. В мире, где старые учебники истории иногда кажутся написанными на песке, современная наука предлагает нам самый мощный инструмент для раскрытия тайн прошлого – химический анализ. Именно он позволяет превратить древние артефакты из загадочного камня или куска металла в подлинный отпечаток пальца технологий, использовавшихся его создателями. С помощью сканирующей электронной микроскопии, СЭМ, энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии, ЭДР, рентгенофлуоресцентного анализа, РФА и даже изотопного анализа ученые могут заглянуть внутрь материала и понять не только его состав, но и его историю. Так что же именно ищут ученые, когда смотрят на эти невозможные артефакты? Первое. Чистота металла. Уровень чистоты платины или вольфрама в артефакте – это как визитная карточка. Если это очень чистый металл, это указывает на продвинутые методы рафинирования, которые удаляли все примеси. Если же это самородок или руда, то примесей будет много, и их состав может указать на конкретное месторождение. Второе. Сплавы. Тугоплавкие металлы часто используются в сплавах для улучшения их свойств. Например, если платина найдена в сплаве с золотом, это может указывать на метод синтеринга, как в культуре латолита, где золото выступало в роли связующего элемента.
Соотношение металлов в сплаве также является важной подсказкой для понимания технологии. Третье. Микроструктура. Сканирующий электронный микроскоп позволяет рассмотреть зернистую структуру металла, его внутренний скелет. По ней можно определить, был ли металл отлит, выкован, спечен или подвергался другим видам термической и механической обработки. Например, вытянутые зерна – явный признак ковки, а равномерная мелкозернистая структура может свидетельствовать о литье или гомогенизации при высоких температурах. Четвертое. Примеси. Присутствие специфических примесей может быть как маркером месторождения руды, так и прямым свидетельством используемой технологии выплавки. Например, наличие определенных элементов в следовых количествах может говорить о том, какое топливо использовалось в печи или какой флюс применялся для очистки руды. Пятый. Изотопный анализ. Этот метод позволяет определить возраст материала или даже источник руды, сравнивая соотношение изотопов в образце с известными значениями для разных месторождений. В случае с уральскими микрокатушками изотопный анализ мог бы стать решающим доказательством и в древности или опровергнуть ее. Например, в случае с платиновыми изделиями латолита анализы показали, что это не просто самородная платина, а материал, который был обработан. Были обнаружены следы нагрева и деформации, характерные для процесса, схожего с порошковой металлургией. Это не случайность, а целенаправленный производственный процесс. Эти отпечатки пальцев не просто любопытные факты. Они являются неопровержимым доказательством, которое не может быть проигнорировано. Если химический анализ показывает, что древний артефакт был создан из тугоплавкого металла с использованием сложных технологий, это бросает вызов всей нашей исторической хронологии. Это заставляет нас задаться вопросом, может быть, у нас под носом лежит множество таких отпечатков, которые мы просто не хотим замечать или боимся правильно интерпретировать. Запретная археология. Почему эти находки игнорируются? Если существует столько доказательств, артефакты, химические анализы, интригующие датировки, почему же эти невозможные находки не занимают центральное место в учебниках истории? Почему они не выставляются в ведущих музеях мира, а чаще всего пылятся в частных коллекциях или становятся объектом споров на периферии научного мира? Ответ кроется в феномене, который можно назвать запретной археологией, или, как мы уже говорили, неудобными объектами. Наука, как и любая институционализированная система, имеет свои парадигмы, свои устоявшиеся догмы и свои красные линии. Официальная академическая наука построена на принципах эволюции, постепенности развития и строгой хронологии. Идея о том, что сотни тысяч лет назад существовали цивилизации, способные обрабатывать вольфрам, или что доколумбовы культуры владели порошковой металлургией платины, это не просто новая теория, это тектонический сдвиг, который требует пересмотра буквально всего, от истории появления человека на планете до истории развития технологий. Признание таких артефактов подлинными и доказательствами древних технологий означает: первое. Переписать учебники до основания. Все, что мы знаем о каменном веке, бронзовом веке и железном веке, как о линейных этапах развития, рушится как карточный домик. Второе. Признать колоссальные пробелы в знаниях. Это значит, что мы понятия не имеем, что происходило на Земле в огромные периоды времени. Третье. Столкнуться с неизведанным. Возможно, это были не мы, а другие разумные существа. Или же мы сами, человечество, прошли через циклы расцвета и упадка, о которых наша коллективная память предпочла забыть. Такое признание влечет за собой огромные последствия для репутации ученых, десятилетиями строивших карьеры на общепринятых теориях. Представьте, сколько докторских диссертаций, научных статей и монографий будет поставлено под сомнение. Гораздо проще назвать такие находки фальсификацией, природными образованиями или современным загрязнением, чем признать их подлинность. Это своего рода защитный механизм академического сообщества – страх перемен. Кроме того, существует проблема финансирования. Исследования, которые бросают вызов устоявшимся парадигмам, редко получают гранты от крупных фондов. Чаще всего они финансируются энтузиастами или небольшими независимыми группами, что затрудняет проведение масштабных и дорогостоящих анализов, способных убедить даже самых скептически настроенных коллег. Иногда это и вовсе связано с политикой или идеологией.
Например, в советское время археологические открытия должны были строго вписываться в марксистскую теорию исторического материализма. Все, что выбивалось из этой картины, могло быть проигнорировано или даже засекречено. Таким образом, запретная археология – это не всегда заговор в темных кабинетах. Это скорее инерция мышления, нежелание разрушать сложившуюся картину мира, недостаток смелости и ресурсов для проверки аномальных данных. Но каждый такой неудобный артефакт, каждый необъяснимый химический анализ – это трещина в фундаменте официальной истории, которая когда-нибудь может обрушиться, открыв нам совершенно другую картину прошлого. Кто же плавил неплавимое? Версии и гипотезы. Итак, если артефакты из тугоплавких металлов действительно существуют, и их обработка выходит за рамки возможностей известных нам древних цивилизаций, то кто же мог быть их создателем? Этот вопрос открывает целое поле для самых смелых гипотез, каждая из которых по-своему захватывающая и требует серьезного осмысления. Версия 1. Затерянные высокоразвитые человеческие цивилизации. Это одна из самых популярных и, на мой взгляд, наиболее интригующих теорий. Возможно, задолго до Шумера, Египта или Рима на Земле существовали одна или несколько высокоразвитых цивилизаций, которые достигли невиданных нами технологических высот. Они могли владеть секретами металлургии, инженерии и, возможно, даже формами энергии, которые позволяли им работать с тугоплавкими металлами. Что с ними случилось? Глобальный катаклизм, Великий потоп, падение астероида, смена полюсов мог стереть их с лица Земли, оставив лишь разрозненные необъяснимые артефакты. Это соотносится с идеей, что наша история была стерта и написана заново. В индийском эпосе, например, описывается оружие богов, такое как ваджра или стрелы Индры, которые слепили вспышками и не изнашивались. Это поразительно напоминает свойства вольфрама, который сегодня используется в бронебойных снарядах именно за его исключительную твердость и прочность. Это показывает, что древние мастера были гениальными практиками. Они обходили температурный барьер не сверхмощными приборами, а умом. Версия 2. Инопланетное влияние или древние астронавты. Эта гипотеза предполагает, что Землю в далеком прошлом посещали представители внеземных цивилизаций. Они могли либо сами создавать эти артефакты, либо передавать знания и технологии древним людям, которые затем утеряли их. Инопланетяне, обладающие межзвездными технологиями, безусловно, могли бы обрабатывать любые металлы. Эта версия объясняет скачкообразное появление технологий, которые не имеют предшественников в археологической летописи. Версия 3. Путешественники во времени. Это еще более смелая, но не менее увлекательная идея. Что если эти артефакты — это утерянные или оставленные предметы из нашего или даже будущего времени? Путешественник из будущего мог случайно или намеренно оставить инструмент или украшение, которое затем попало в древние слои. Это объяснило бы и состав, и технологии, и совершенство изготовления. Однако это порождает еще больше парадоксов, связанных с самим феноменом путешествий во времени. Версия 4. Естественные процессы, неправильно интерпретированные. Скептики всегда предлагают простое объяснение. Возможно, некоторые из этих артефактов на самом деле являются природными образованиями, которые по какой-то случайности приобрели форму, напоминающую искусственные изделия. Или же это очень редкие естественные сплавы, которые просто были найдены и использованы, но не обрабатывались древними людьми так, как мы предполагаем. Однако эта версия не всегда выдерживает проверку. Например, регулярность формы уральских микрокатушек или сложная ювелирная работа латолита сложно объяснить природой. Каждая из этих гипотез имеет свои слабые и сильные стороны. Ни одна из них не является окончательно доказанной. Но сам факт, что мы вынуждены прибегать к таким нестандартным объяснениям, говорит о глубине и масштабе загадки. Эти неплавимые артефакты — это не просто камни или металлы, это вызов нашему мировоззрению, приглашение взглянуть за грань привычного и осознать, что история Земли и человечества может быть гораздо сложнее, чем мы привыкли думать. Что это значит для нашей истории? Пересмотр хронологии. Если мы примем всерьез существование артефактов из тугоплавких металлов, если их древность и искусственное происхождение будут окончательно доказаны,
Это повлечет за собой последствия, которые трудно переоценить. Это не просто изменение одной главы в учебнике истории. Это полный пересмотр всей хронологии человеческого развития, фундаментальное изменение нашего понимания о самих себе. Первое и самое очевидное следствие. Мы должны будем отказаться от линейной модели исторического прогресса. Идея о том, что человечество постепенно и неуклонно двигалось от простых каменных орудий к сложным технологиям, рухнет. Вместо этого мы будем вынуждены рассмотреть цикличность развития, возможность существования нескольких волн цивилизаций, которые достигали вершин, а затем исчезали, оставляя за собой лишь загадочные, необъяснимые следы богов. Второе. Это подорвет авторитет многих академических теорий и потребует гораздо большей открытости к изучению аномалий. Наука должна будет выйти из зоны комфорта и признать, что картина прошлого, которую мы строили веками, может быть далека от истины. Это может быть болезненный, но необходимый процесс, который откроет дорогу для новых открытий и более глубокого понимания нашей общей истории. Третье. Это заставляет нас переосмыслить возможности самого человека. Если древние мастера могли обходить температурные барьеры умом, а не сверхмощными приборами, это говорит о колоссальном, но утерянном потенциале человеческого разума. Это вдохновляет на поиск новых путей развития, на взгляд в прошлое не как на отсталую эпоху, а как на сокровищницу забытых знаний. В конце концов, эти артефакты из тугоплавких металлов — это не просто загадки. Это безмолвные свидетели иной реальности, они словно шепчут нам через толщу веков. История, которую вы знаете, — лишь часть правды. Взгляните глубже. Не бойтесь переписать страницы, потому что за ними кроются ответы, способные изменить ваше будущее. Наша задача не игнорировать эти голоса, а прислушаться к ним и осмелиться искать истину за пределами привычных границ. Что вы думаете? Какая из версий кажется вам наиболее убедительной? Поделитесь своими мыслями в комментариях.